Друзья, всем салют, снова рад вас приветствовать в новом видео. Сегодня поговорим о том, что же делать после того, как вы приобрели свой первый аквариум. Зачастую как бывает, что вы приехали на зоорынок, там птичий рынок, в разных городах по-разному называется, но это не столь важно, не в этом суть. Вы приехали, увидели рыбок, реально вам захотелось, вы сказали, все, хочу рыбок. Естественно, для рыбок нужен аквариум. Вы покупаете аквариум, вы покупаете рыбок, вы довольны, вам еще продавец, если хороший продавец, он вам еще подскажет, какое оборудование надо. Вы с этим всем приезжаете домой и что делаете? Вы установили аквариум, наливаете воду, засыпали грунт цветной, фильтр поставили и, конечно же, вы туда селите своих рыбок. Хорошо, конечно, если вы не купили еще рыбок, но зачастую бывает, что уже домой приезжаете с рыбками. Все, запустили, включили, смотрите, вроде бы все классно, вроде бы что тут, все просто, легко, но тут начинаются проблемы. Утром вы уже смотрите, а водичка побелела, вы думаете, да что такое, от нее пошел неприятный запах, а возможно кто-то из рыбок умер уже, вы такие не поняли, что за дела. Все, что сделали, что не так. И вот, ребят, смотрите, в чем же тут фишка. Если вы смотрите это видео еще до того момента, как вы завели аквариум, то я бы вам посоветовал не покупать рыбок вместе с аквариумом. Аквариум должен без рыбок постоять, ну, хотя бы недельку. Вот просто вы залили воду в аквариум, посадили туда растения, включили фильтр, и тут начинают идти процессы, которые незаметны вашему глазу. Тут начинают размножаться полезные бактерии. Вот те бактерии, которые впоследствии помогут следить за водичкой, чтобы она не так портилась, чтобы там установилось так называемое биологическое равновесие, азотный цикл наладился. Он недельку стоит, пускай 2 недельки стоит. Я понимаю, очень хочется туда сразу же рыбок посадить и любоваться. Но не стоит. Что же делать, если вы все-таки уже привезли, купили, посадили, вода помутнела? Первонаперво я бы вам посоветовал часть воды все-таки сменить и рыбок вот кормить по минимуму. Вообще вот самую-самую малость. Даже возможно лучше пускай пару дней посидят голодными. Ничего с ними не будет, не волнуйтесь, они не умрут. Фильтр, обращаю ваше внимание, должен работать круглосуточно. Многие его отключают ввиду того, что он шумный. Если будете отключать фильтр, биологического равновесия у вас не будет, и вы будете постоянно бороться то с мутной водой, то с гибелью рыбок. Также, если есть компрессор, который воздух подает в аквариуме, его особенно на ночь не выключайте. Я понимаю, что многие там, мне ночью, оно шумит, давит. Нет, ребят, вот не стоит этого делать. Пускай фильтр 24 часа в сутки работает и компрессор. Это все работает, вы рыбок не кормите, хотя бы пару дней подменили чуть-чуть водички и ждете. Вот реально ждете. Если есть возможность, есть аквариумисты, попросите у них водички с их аквариума, чтобы вы могли долить себе, и тогда у вас быстрее все процессы наладятся в аквариуме. И не будет такая мутная вода у вас. Она со временем пройдет, вы не переживайте. Не расстраивайтесь по поводу гибели рыбок. Нету аквариумиста, у которого не умирали бы рыбки. У каждого аквариумиста умирали рыбки и умирали в достаточном количестве. Не без этого. Это опыт, с этим надо смириться. Но это не означает то, что они у вас пачками гибнут, и вы считаете, дядя Вася сказал, там, ничего страшного. Нет. Им надо создать должные условия для их существования. Вот хотя бы элементарно. Вот даже если вы не продвинутый аквариумист, вам это не особо там интересно углубляться, хотя бы вот такие мелочи сделайте. Пройдет там дня 3-4, чуть-чуть там дайте корма рыбок. Поверьте, рыбок больше умирает от перекорма, чем от недокорма. Запомните. Поэтому им лучше чуть меньше, чем больше. Несъеденный корм очень сильно портит воду. Это прям беда начинающих аквариумистов. Там все любят чуть-чуть перекормить, но лучше не докормить. В принципе, вот достаточно вот этих основ, то, что я рассказал, тут несложно.
для того, чтобы можно было содержать аквариум. С неприхотливыми рыбками, знаете, как обычно там, ну, аквариум есть, там ребенку завели, особо не хотят там вникать. Еще есть, кстати, живые бактерии. Продаются такие тюбики. Тоже они классные, вы можете добавить. Чем больше будет полезных бактерий в аквариуме, тем будет проще он в содержании. Ну, конечно, чем больше он будет, тем также будет легче. Поэтому, ребят, если какие-то остались вопросы, вы напишите их в комментариях. Я постараюсь такое же видео записать, ну, знаете, так, с более пошаговыми ответами, так как вот это видео я записал, ну, можно так сказать, дав пару советов начинающим. Вообще, в идеале, конечно, вот как я сказал ранее, что вы не будете сразу туда рыбок садить. Пускай 2 недели простоит, вообще классно. Месяц будет вообще шикардос. Успеете вы рыбок посадить. И поверьте, чем позже вы их посадите, тем здоровее они будут и тем меньше их умрет. Они будете потом говорить: а, мне продали там рыбку больную, там еще какую-то хромую. Ну все, всех обнял, поднял. Прекрасного настроения, всех благ. Пока-пока.